Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня вас ждет общий расклад Таро на будущее. Послание высших сил, послание Вселенной, послание духов рода, онлайн-гадание на рунах. И настройтесь на себя, на свою ситуацию, чтобы в ближайшие 30 минут услышать знаки судьбы. Итак, начнем с того, что сразу приступим к посланию высших сил, к посланию рун или посланию Вселенной через руны, оракулы и эгрегор Таро. Этот расклад Таро для мужчин сегодня и для женщин подходит одинаково. Давайте посмотрим, что спешат сообщить нам руны. Первая руна Эвос. Куда-то вы движетесь. Движение ваше сейчас идет в сторону. Ой, а вам надо избегать расплаты, избегать бумеранга или избегать какой-то опасности. То есть или вам нужно кого-то прогонять, или вам нужно двигаться в сторону того, чтобы прогнать кого-то, или двигаться, чтобы избежать мести, возможно, кары Господней, а возможно, человека, который может или хочет вам отмстить. Скорее всего, вот эта комбинация движения от кого-то или избегания кого-то или изгнания кого-то и чего-то является первой картой в этом раскладе и будет задавать темп и тон на ближайшее будущее. И следующая руна случайно выпала у меня из мешочка. Руна Хагалас. Вот смотрите, вам, возможно, нужно избегать разрушения и удара, мести и быть подальше от мест, где могут отмстить или ударить вас, да, то есть или причинить вам боль. Хагалас обычно удары чем-то холодным, поэтому не шутите с молниями, не шутите с холодным оружием. Ну и посмотрим сейчас, что же может вас случайно ударить или, может быть, уже бьет, может, это судьба, да. Ага, здесь удар по семье может быть, поэтому будьте осторожны. Вам нужно избежать как минимум удара по близкому или от близкого человека. Ну, тут смотрите по своей ситуации, что актуально на здесь и сейчас. Возможно, это муж, жена, дети или близкие люди, которые так или иначе касаются вашей семьи. Видите, как интересно сегодня началось. Эвос, Хагалас, движение от удара, да, или избежать удара. А может быть, отогнать силы, которые могут вас ударить. Да? Предусмотреть надо что-то. Ну, давайте дальше смотреть. Следующая руна говорит о том, что что-то должно прекратить расти или остановить свой рост. Беркана перевернутая. Могут прекратиться или остановиться отношения с мужчиной или с женщиной, но больше с женщиной, чем с мужчиной. Вы знаете, и это произойдет, скорее всего, по влиянию, или это зависит от влияния, высших сил, больше высших сил. Но это карта просветления. Вы знаете, карты вам говорят, и руны вам говорят, вам нужно понять или спокойно принять остановку роста, может быть, общения или остановку финансового канала. Просто принять это. Это нужно принять по отношению к какой-то женщине. Особенно этот знак судьбы, он больше для мужчины, конечно же. Но если вы женщина, и у вас, например, останавливаются отношения или останавливается канал финансовый, пока спокойно примите это как данность, и вам не нужно по этому поводу, может быть, реагировать как-то. Например, вы или с кем-то поссорились, или кто-то молчит. Например, вы женщина,
у которой с женщиной или с мужчиной происходит какое-то молчание, да, или приостановка отношений. Ну, вот примите это осознанно, спокойно и без каких-либо агрессий, каких-то негативных эмоций. Вот примите это как данность, да, смиритесь, да, больше, да, или примите это в просветленном состоянии своего разума, да, без эмоций, без реакций. Следующая руна Райда, она выпадает в прямом положении. Послание следующего характера. Что-то касается выбранного вами направления, пути. Ну, может быть, путь, который вы выбрали, учитывая те руны, которые я уже вижу, и движение по этому пути будет не таким активным, болезненным. Может быть, действительно нужно выбрать какой-то новый путь в отношениях или спокойно реагировать на какую-то ссору, более спокойно реагировать. Давайте посмотрим, что касается вашего пути. Знаете, ваш путь ведет куда-то в темноту. Возможно, вы куда-то бежите, да, двигаетесь, но двигаетесь импульсивно, и вам нужно более спокойно подходить к делу. Но, тем не менее, ту дорожку, на которую вы встали, она, скорее всего, не такая светлая. Может быть, вас кто-то соблазняет. Присмотритесь к этому человеку, который вас реально соблазняет. Дьявол, между прочим, Скорпион в Луне. Или Луна в Скорпионе, неважно, вы на тропе дьявола. Или на тропе, где вход, условно говоря, $1, а выход 100 или 1000 или 10 тысяч. Да? Следующее послание Вселенной касается вас как личности. Именно вам лично послание, не перевернутое. Вас как с личностью вроде бы все и хорошо. Вот давайте, что хотят передать высшие силы через руны для вашей личности. Ну, видите, есть светлая сторона, есть темная сторона. Скорее всего, знаете, как вам нужно обратить внимание на баланс светлого и темного в вашей личности. Как вы реагируете на позитивные моменты и на позитивные события в вашей судьбе. И как вы реагируете на негативные аспекты, события, моменты в вашей судьбе. Но если у вас этот момент дисбалансирован, да, вы шатаетесь, склоняетесь больше, например, в темное, да, рядом, а тут есть светлое. Смотрите, здесь интересно, да. Здесь светлый аспект, а рядом очень темный. Но почему-то мне хочется сказать, что вашей личности стоит отбалансировать. Эта карта ближе к 14-му аркану в классическом Таро. Отбалансировать свое внутреннее состояние, свою душу и разум и прийти к какому-то компромиссу. Особенно где-то, может быть, в аспектах движения, ситуации в отношениях в семье, ну и внутреннему балансу. Следующая руна, которая спешит открыться, руна Ос. Ос – это именно голос Бога, Создателя, высших сил, ну и коммуникации вообще как таковых с высшими силами. Мы можем посмотреть что-то о том, что говорят высшие силы вам. Или о том, как вы общаетесь с кем-то, но как на это влияют высшие силы. Да? Знаете, я вам так скажу. Вы или очень сильно закрылись в себе и не слышите ничего, кроме себя, или очень сильно закрылись в общении с высшими силами и не слышите никого вокруг. Поэтому высшие силы вам говорят: откройся миру, и если у тебя есть диалог только с высшими силами, это неплохо, но тебе нужно налаживать коммуникацию и с внешним миром. А если ты закрылась, ну, тут, знаешь, внутренний больше мир и высшие силы, поэтому тебе нужно общаться не только с высшими силами, но и с реальностью
Открой глаза на реальность, прими ее такой, какая она есть. Найди вот этот баланс светлого и темного, да, и мир не только черный, но и светлый, или мир не только светлый, но есть еще нюансы, на которые ты темный не обращаешь внимания, да. Поэтому высшие силы спешат передать тебе важное послание, где ты должна открыться реальности, земной реальности, мирской, да, вот миру как окружению, тебя близкому окружению. Ну, такое идет. Хорошо, следующее послание. Следующее послание важное, руна Соло. На что стоит очень быстро реагировать. Что вот, смотри, здесь молния, да, и здесь молния прям. То есть на что надо резко отреагировать быстро. Но оно не, как бы, не терпит отлагательств, как говорится. Тебе с кем-то надо распрощаться, и с кем-то нужно разорвать связи, но я бы так сказал, по добру, по здорову, вот так. То есть есть некий конфликт. Ну, он у тебя здесь есть по верхней карте, да, помнишь первую карту, если что, перемотай. Ну вот этот конфликт нужно как-то сгладить или перестать на него реагировать, или, ну, как минимум, все-таки избежать какого-то конфликта и усугубления конфликта. И на это стоит обращать внимание. Возможно, ты с кем-то побил или побила горшки, но нужно, может быть, как-то закрыть это дело, да, вот. И это требует скорости, да, быстрее. Следующая руна Тивас. Ну, это мужская руна больше, но посмотрим. Может быть, она на что-то указывает, может быть, на какую-то цель, направление. Может быть, это послание от мужчины. Посмотрим сейчас, что идет, что хочет передать тебе и кто хочет передать. Ого. Смотри, руна Тивас указывает тебе на безумного мужчину. Обрати внимание. Он может принести тебе боль, страдания, этот безумец. И направление и путь, который ты выбрала, он очень рискованный. Ну, может быть, ты сильно торопишься, черепашка все-таки есть, и смотри, не обожгись в этом безумном порыве. Такой месседж. Следующий месседж. Ты должна что-то остановить, или ты должен что-то остановить, хорошо подумать, все взвесить и быть хладнокровным в каком-то вопросе. Давай посмотрим, в каком вопросе тебе надо сохранять спокойствие, хладнокровие. Угу. Тебе нужно не накалять конфликт, не рисковать. И в вопросе выздоровления и излечения, а также в вопросе кармы и судьбы тебе нужно хранить спокойствие. Не нужно делать резких движений. Не быть импульсивным и подойти серьезно к своему здоровью, физическому особенно. Следующее. Наутис, но он перевернутый. Ты чего-то хочешь избежать, может быть, наказания, да, потому что оно тут есть, ты хочешь его избежать, тебе оно не нужно, ты хочешь как бы обойти какое-то испытание, давай посмотрим, избежать чего-то, избежать конфликта, избежать разрыва, избежать выяснения отношений, нужно оно тебе или нет. Возможно, оно и нужно тебе. Почему-то, ну, знаешь как, ведь дьявол – это платить по счетам все равно в конечном итоге. И тебе не избежать, по сути, тебе не избежать решения конфликта и уравновешивания конфликта. Не избежишь ты его. Наутис перевернутый, ты его хочешь избежать, но он тебе нужен. Почему? Потому что дьявол, ты вынуждена или вынуждена это сделать. Угу.
проистекание, мягкость, отпускание. Что-то нужно отпустить, что-то нужно, и ты это должен сделать. Твоя личность должна это отпустить. Твоя личность должна это отпустить. Видишь, тебе нужно отпустить душу. Тебе нужно все-таки будет кого-то простить. Тебе нужно будет очистить свой Грааль внутренний, свое сердце, душу и свою энергетику прежде всего. Возможно, тебе придется чистить себя, возможно, от какого-то негатива, от обиды, от чувства вины и так далее. То есть твоя эмоция должна течь, выйти из тебя. Ты должен очиститься, особенно если был какой-то негатив, очень долго конфликтный негатив у тебя. Ну и вот это застревание, очищение души, оно будет открывать вот эту крышку хрустального гроба или саркофага, в котором ты находишься. То есть ты откроешься еще и миру, да, когда жидкость эта потечет из тебя. Она может потечь слезами или другой жидкостью, да, но будет отпускание и пропускание жидкости, воды, эмоций, чистоты, очищения. Окей, давай дальше смотреть. Руна радости. Давай посмотрим, что тебя должно порадовать совсем скоро. А порадовать тебя должно совсем скоро благодать Господня, или благодать высших сил, или благодать Духа. Ну, в общем, высшие силы отпустят что-то, что хранится внутри тебя рыбы, что-то скрытое должно выйти из тебя, и здесь есть влияние Урана, и принести в твою жизнь позитивные изменения. Поэтому тебя радовать будут высшие силы, и у тебя будет такой коридор возможностей, где, радуя себя и высшие силы будут приносить радость в твою жизнь. Прекрасно пока что. Но учитывая то, что мы уже прошли с тобой, да. Следующая руна. Следующая руна, руна Урус. На что-то не хватит у тебя сил. Не хватит. Просто, да, как будто бы как будто бензин заканчивается, да. Где бензин заканчивается? В чем заканчивается бензин в твоей жизни, да? Угу. Ты знаешь, высшие силы тебя порадуют тем, что ты не угодишь в ловушку, потому что ты просто до нее не дойдешь, не доедешь. Но этой ловушки ты сейчас не видишь, не замечаешь, о ней не подозреваешь, и твое внимание привязано к чему-то другому. Но просто высшие силы, если ты их порадуешь своей чистотой, они просто тебя не приведут в ту пропасть і, як кажуть, в ту халепу, да, в яку ти можеш потрапити. Поэтому, смотри, у тебя не хватит сил на совершение или попадание, совершение какой-то безумной штуки и попадание в ситуацию, в которую тебе совсем не нужно попадать. Ничего, хорошие послания. Вот оно безумие, вот он безумный поступок рядом, да. Вот туда ты не угодишь, скорее всего. Следующая руна Феху перевернутая. Давай посмотрим, что тормозит или может остановить твой финансовый канал. Именно остановить, замедлить в ближайшем будущем, или что является причиной твоего безденежья, бедности или проблем даже со здоровьем. Но это больше о деньгах. Отсутствие перемен, отсутствие трансформации, отсутствие перезагрузки. И птица Феникс. Отсутствие желания это сделать, цели и понимания, что это нужно делать. Поэтому твой финансовый канал требует очищения, перезагрузки, птицы Феникс и отжига, возможно, отжига. Есть даже такой обряд. Дальше идем, смотрим, что говорят руны. Еще. В чем-то должен быть у тебя результат. Может быть, это твоя конечная цель, поэтому посмотрим, в чем может быть успех и на что стоит ориентировать свои цели. Успех и цели. Давай смотреть. Успех у тебя может быть... Действительно, ты можешь успешно поставить свою цель, кстати. Здесь стрелец. Но
твоя цель и твой успех зависит от твоей настойчивости все равно. И твоя цель и успех как-то, каким-то образом связана с какой-то миссией. Твоя цель и успех связаны также с каким-то священным движением для тебя. Но все-таки здесь тамплиеры, они, сами знаете, кто такие были, да? Ну, они хранили золото, да, Иерусалима, награбленное. Ну, давай так скажем. Твой результат и твоя цель должны стать священными для тебя, и у тебя должна появиться твоя священная цель, где ты должен приложить все усилия и провести ту борьбу за твое священное, то, что по праву принадлежит тебе, и сохранить, главное, потому что тамплиеры, они были хранителями золота, да, все равно в конечном итоге. Ну вот так, то есть ты должен поставить цель сохранить свое золото, священное золото. Следующее следующее послание. Эвос – откровение, которое не открывается, тайна, которая не открывается, знание, которое не приходит, чего ты не знаешь, о чем не подозреваешь. Но можешь открыть, и, может быть, здесь где-то и магия прячется, но это больше касается женщины, где-то твоей, ну, может быть, тайны твоего рождения, в том числе, сюда тоже можем посмотреть. Ага. Угу. Смотри, здесь тайна, которая тебе не открывается, она зависит от твоего эго. И та сила твоего рождения, и та сила, которая в тебе спрятана, она откроется тебе, когда ты посмотришь на себя со стороны, и когда какой-то человек разрушит миф о твоем эго. По сути, та тайна, которая откроется, она будет открыта в тебе, для тебя, когда падет твое эго. И падение твоего эго, оно, возможно, связано не только с женщиной, но и с мужчиной. Здесь мужчина падает. Возможно, ты откроешь тайну, как разрушить не только свое эго или эго какого-то другого человека. И вот период открытия себя или тебя будет совпадать с падением величайшего какого-то эго. Это может быть как твое эго, так и эго партнера, а может быть человека, который влияет на твою судьбу в реальном мире. Ну, с падением, например, какого-то короля, царя, да, и так далее. Следующий месседж. Кана, что-то должно открыться какое-то знание, тайна может открыться какое-то проистекание, течение и радость. Ну, давай посмотрим, что больше откроется здесь. Тут уже очень много энергии, рун очень много на столе, и здесь уже прям вариантов будет много, что открывается. Тебе открывается тайна твоей судьбы скоро совсем, тайна твоего предназначения и тайна смысла твоей жизни. Может быть, даже откроется тайна длительности твоей жизни, но как минимум это тайна судьбы и предназначения. Ну и тайна твоей внутренней магии. Очень хороший расклад сегодня, но такой больше на какие-то экзистенціональні напрямки, да? Экзистенційні, смысла жизни, да? Следующее послание. Грани твоих возможностей. Давай посмотрим. Что ты можешь, но, может быть, ты об этом ты не знаешь, да? То есть, грани твоей возможности. Или на что можно претендовать. Ты знаешь, грани твоих возможностей, они велики, возможности твои велики, но ты ограничена или ограничен влиянием золотой клетки. В эту клетку золотую ты посадил себя, скорее всего,
или посадила себя, скорее всего, сам. Но ключики от этой клетки, как ни странно, почему-то находятся у мужчины. Поэтому грани или твои возможности, они находятся за пределами золотой клетки. И освободить тебя, скорее всего, может мужчина все-таки. Но если ты чувствуешь, что ты именно можешь это сделать самостоятельно, то пробуй. Однако ключи в руках у мужчины. Поэтому ты можешь намного больше, если выйдешь за пределы золотой клетки. Такой месседж. Давай дальше смотреть. Дагас, что-то должно измениться и как-то засиять другими красками. Может быть, закончится какой-то цикл. Посмотрим. Тут Урус перевернутый. Может быть, не хватит сил на закрытие какого-то цикла. Давай посмотрим, какие подсказки выпадут, а там уже будет видно. Так, здесь мы сейчас это прикроем. Я сейчас хочу вот так закрыть. Смотри. Карты говорят о том, что в твоих парных отношениях мужчина-женщина должно что-то завершиться, чтобы начать что-то новое. Но, возможно, золотая клетка и отсутствие сил на это влияет очень сильно. Вот силы отсутствуют, а здесь золотая клетка. Поэтому я скажу так. Твои отношения мужчина-женщина или цикличность мужских, женских энергий выйдут на другой уровень. То есть старый цикл закончится и наступит новый период в отношениях мужчины и женщины, где ты будешь и видеть, и понимать своего партнера совершенно в другом аспекте. Ну, тут я не буду в детали вдаваться. Давай пойдем дальше, чтобы не тратить время. Да? Это же общий расклад. Нам нужно посмотреть все руны. Алгис, что-то тебе нужно защитить, и от чего-то тебя хотят уберечь высшие силы. Давай смотреть, от чего. Это тисовое дерево, или это куриная лапка, или этот зонтик. Его по-разному называют. Кто как его видит и чувствует по-разному. Да? След птицы, да. Кстати, след птицы Феникс. От чего хотят защитить тебя высшие силы, или от чего тебе нужно самому защищаться? Ну, смотри, тебе действительно нужно... Это такая очень плохая, тяжелая карта. Тебе нужно защищать себя от прозябания в темных мирах, от прозябания на дне, чтобы не спуститься ниже, и от очень опасных поворотов судьбы, в том числе от угрозы для твоего бытия. От 13-го аркана в классическом понимании карт Таро. Давай дальше смотреть. Идет послание. Тебе нужно преодолеть препятствие. Давай смотреть, какое препятствие нужно преодолевать. И тебе его действительно нужно преодолевать. Почему? Потому что здесь вот какая-то священная прямо идет война, борьба, результат. Что тебе нужно преодолеть? Тебе нужно преодолеть вопрос института союза и брака. И, возможно, он для тебя является трудным моментом в твоей судьбе или краеугольным камнем. Вот как раз тут изменения, идут. Могут случиться изменения в семье и в отношениях с мужчиной и женщиной. В хорошую сторону могут. Ты можешь преодолеть этот вопрос. Дальше. А тут Эйвас. От чего-то нужно освободиться и перевести себя, как знаешь, на другой уровень прямо, или отвязаться. Эта руна, я вообще ею чищу. Вот Тивас, я работаю с Тивасом, с Эйвазом, с Райду. Поэтому смотри, Эйвас здесь тебе дает знак, что тебе что-то нужно поменять.
от чего-то отказаться и переключить себя на что-то новое, на что-то другое. Да? Эйвас, он граничит с темными мирами, с энергиями Мартидо. Давай посмотрим вот энергии вот эти, посмотрим, как они работают. В чем должно быть обновление, перезагрузка? Видишь, у тебя с одной стороны должен начаться конфликт, с другой стороны он должен закончиться. С одной стороны он должен закончиться, а с другой стороны начаться. Возможно, ты конфликтуешь с кем-то или с чем-то, но тебе нужно конфликтовать не там совершенно. Возможно, это не твой конфликт, и тебе нужно перейти на другие линии жизни, чтобы найти другой конфликт. Поэтому, смотри, Эйвас говорит, у тебя один конфликт должен быть закрыт, вот, да, а второй должен начаться. Но для того, чтобы начать новый конфликт, тебе нужно закрыть старый. Ну вот пока так. Хорошо. Но как минимум о примирении здесь речь шла, поэтому для начала закрой старый конфликт, прежде чем открывать новый. Вот такой месседж идет. Давай дальше. И у нас всего тут 3 руны осталось. Что-то нужно тебе принять. А что принять? Рядышком судьба, конфликт, золотая клетка и разрушение эго. А принять тебе нужно отпускание. И принять тебе нужно отпускание конфликта. Ну и это диада, мать, дитя, поэтому тебе нужно принять что-то, то, что должно быть отпущено уже давно. Следующий месседж о принятии. Что-то идет тебе в дар. Что дарует тебе судьба совсем скоро? Судьба тебе либо подарит очень жесткое наказание за какие-то ошибки, ну, если ты что-то не учел из расклада, да. Ну, а с другой стороны, возможно, судьба подарит тебе то, что ты наконец-то перестанешь быть наказанным или наказанной, а учитывая то, что здесь идет какое-то наказание, скорее всего, если ты пройдешь вот то, что мы здесь проговорили, примешь это и отпустишь это, очистившись от этого, то период наказаний или, допустим, тебя судьба наказывает, то как дар тебе будет освобождение от наказания. Ну, здесь идет самобичевание, а это где-то катарсис. Поэтому в дар тебе будет прекращение наказанности, и как дар радость от открытия себя для жизни и открытия нечто большего, нечто большего, чем золотая клетка в конечном итоге. Хорошо. Последняя руна. Ну, исключение можно было, конечно, но это пустая руна, потому что ее не было. В чем суть послания Вселенной? Что хочет тебе посоветовать Вселенная, кроме того, или руны, кроме того, что ты здесь услышал или услышала? Тебе пора отпустить то, что накопилось в тебе, по мере того проживания той судьбы, в которой ты находился или находилась. Тебе пора отпустить, пойти на исповедь, проговориться, выговориться. И с этого момента начнется построение твоей новой судьбы, но уже намного менее болезненной, чем она была. И это будет для тебя как дар. И с этого момента, когда ты выговоришься и отпустишь это, начнутся, ты будешь замечать потоки, ты начнешь слышать себя и слышать окружающий мир. Ведь здесь говоришь ты, а слушает другой. Возможно, тебе нужно выслушать кого-то или научиться слышать кого-то. Но с того момента, как ты отпустишь внутренний, давай так скажем, затор энергии, тебе откроется внешний поток. И в этом потоке ты научишься слышать и себя, и окружающий мир. И в этом мире ты услышишь и увидишь новые смыслы, новые цели, новую радость, новое счастье, новый мир в своем новом мире. Искренне желаю тебе услышать и увидеть свой новый чистий мир. Побачимось, почуємось.